Покупаем автомобили на аукционах, везем их себе шап. Поднимаем с колен на ноги. Все, загрузились. Все пациенты загружены. И мы газуем. У меня уже есть опыт вождения двух автомобилей. Феррари и синяя Ламборгини. Давишь газ в пол, а оно быстро не едет. Как по Майами довезете? Как что-то сделал с машиной, но пока не признается, что тут даже немного страшно. Всем привет! Я приехал к Саше, к нашему другу и к нашему бигбоссу. Александр, ты дома? Да, привет. О, и Коля здесь. Привет, братан. Здорово. В двух словах расскажу, зачем это все нужно. Мы сняли видео из Чикаго с выставки машин. Видео получилось прикольным, и мы решили продолжить снимать видео для себя, по фану, для друзей, возможно, для наших будущих клиентов, возможно, это будет помогать нашему бизнесу. А чем мы занимаемся? Чем мы занимаемся? Мы покупаем машины, восстанавливаем и продаем их. Ничего нового, но мы это будем стараться делать интересно. Да, ребят, решили поделиться с вами просто своими буднями. Покупаем автомобили на аукционах, везем их себе шап. Поднимаем с колен на ноги. Ну и дальше уже они едут на улице. В общем, даем машинам вторую жизнь. Так оно и есть. Стараемся. Сегодня поедем в шап, покажем, как у нас там, что мы делаем, что за ребята у нас работают. В общем, как-то немного познакомимся. Вот такие вот обычные американские улочки пригорода Чикаго. Сейчас едем в наш шап. Хочу показать, что это такое, как это выглядит и чем мы там занимаемся. Наш шап находится вблизи аэропорта Охара, поэтому у нас тут постоянно летают самолеты. Мы здесь не скучаем. Вот мы почти уже и приехали. Вот стоит Соренто. На нем делается капитальный ремонт двигателя. Это два наших тоу-трака. Тоже наши ребята работают. И вот, в принципе, мы уже на месте. Наша парковочка. Вот наша машина Lexus, который скоро будет продаваться. Почти закончен. Бусик, наша рабочая лошадка. Соренто, застучавший мотор. Соната почти уже готовая к продаже, осталось пару штрихов доделать. Ну и еще вот машины Kia, тут течь есть определенная и немного утонувший Tiguan. Еще в шапе есть машины и на некоторых парковках есть машины, которые либо уже готовы, либо ждут своей очереди. Ждем BMW. История одного автомобиля. О, и кум тут. Что ты хочешь? Точно. Ну вот так, ребят, посмотрим сейчас на мой новый проект со старыми дырами. Ну что, дорогие друзья, второй выезд мой. Как называется машина? Феррари. Да. Красный Штудебекер, говорит кум. Но для меня это красная Феррари. Будем ехать забирать мой любимый автомобиль, который ждет свою очередь. Вот пошел, красавчик. Предупреждение. Разгребаем потихоньку бэшку. Сейчас будем выгонять. Такой вот у меня проект. Бампертины не взял. Ну вот так вот бэшечка завелась. 48 тысяч миль пробега. Будем пробовать. Помощники приехали все уже. Не прошло и полгода, как она выехала. Ой! Доброго дня! Это колесо тоже получило по себе, и это получило. Что-то чуть-чуть ни туда, ни сюда. Результат работы очевиден. Заднее колесо подбитое тоже. Морда севшая. Ничего, мы все починим. Все будет четко. Красавица отправляется в новые приключения. Надеюсь, что этот момент скоро придет. Не знаю, осталось дело за малым. Посмотрим, как он сядет. Обещает, что все будет четко. Давайте. Приехали автомобиль номер 2 забирать. Ну, сейчас. Много надо раскрывать.
Так. Вот так и учимся. Скоро поедем уже. Сами. О. Засовывать сразу? Давай. Опа! Чуть-чуть стучит. Поднимай. Вот так. Вот так. Сейчас прикрутим ее и помчим уже. Финальное место. Давайте. Все, загрузились. Все пациенты загружены. И мы газуем. Так, осталось только теперь доехать без приключений. Там вот видите у нас какие тачки. И мы газуем в шап. Тачки на прокачку, да, будут скоро превратиться в Бэха. Превратиться да, в Hyundai, а Hyundai в Бэху. В М-пакете. Наконец-то Колина BMW дождалась ремонта. Уже и лето скоро, а машина еще не отремонтирована. Здравствуйте, у меня уже есть опыт вождения двух автомобилей. Ferrari и синяя Lamborghini. Приехала нам чиниться вот такая Пэшка. Я говорю, наконец-то она дождалась ремонта, да? Да, наконец-то. Наконец-то. Надеюсь, да, что скоро она поедет, и я буду уже на ней ездить. И кайфовать! Кайфовать! Буду. В общем, все разгружаем. Поглядим, что у нас в шапе творится. Пароль не подсматривай. А у нас есть движуха. Вот такой вот у нас шап. Вот Колин новый мотоцикл. Машины, которые в ремонте, но здесь не все, конечно же. Это донор. Здесь просто будет заменен мотор. Это Колина BMW, машина выходного дня, которую он уже долгое время пытается починить. Но все, не доходят руки. Это у нас Sonata гибридная, один из старых моторов. В общем, как-то так. BMW, который мы купили уже где-то месяца полтора назад, уже купили специнструмент, но так и не дошли руки тоже до нее. Passat CC, здесь провернула, искочила цепь, погнула клапана, клапана заменили. Но сейчас она почему-то не хочет заводиться, потому что иммобилайзер не дает разрешения на старт. Ну, с этим мы тоже разберемся. Такая вот машина есть. Вот, в общем, вот в таком вот месте мы ремонтируем машины. Вот еще один Колин мотоцикл, Harley Davidson, красавчик. Я на нем ездил. Мощь. Вон пацаны там у нас в офисе. Сейчас покажем офис. Такой вот офис у нас. Новый день, новый проект. Саша, что ты нам купил в этот раз? Очень интересный автомобиль. Такой проект надо i3 еще поискать. Вот такая вот машинка. Ну что, целенькая, симпатичная. Все как у BMW, да, все тут. По-красивому заходить. Все дорого, богато. Ну, не сильно дорого, но богато. Расскажи лучше, в чем специфика этого автомобиля, данной конкретной машины. Она чуть-чуть ограничена в своем движении. Говорит чек, мы еще не читали машину, но в остальном она работает. Она работает. Машину купили для мамы. Будем маме отдавать. Машина для мамы. Вот так мы и назовем это. Машина для мамы. Короче, едешь, давишь газ в пол, а оно быстро не едет. Поэтому будем разбираться, что, как и почему. Но в остальном... Маме быстро и не надо. Так может не будем тогда чинить? Пусть так и остается? Да. Спокойно себе в магазин, спокойно 17 себе. миль в час. 17 миль в час. Достаточно. Да. Экономически будет все. Да, экономично. Главное расход. Ну, посмотрим, что из этого получится. Слышь, Вова, ты говоришь, что получится. Если кто-то за нее даст 15, все, маме будет другая машина, это поедет. Все может резко измениться. Так что предлагайте деньги. Да, Коль? Нету, чтобы 15 никто не хочет дать? Пока 15, нет. 100, 15, 100, 15, 100. 15 солд. И все, мама будет ездить на другой машине. Я видел, одна хорошая есть. Fiat 500 еще электрический. О, Маме, вот там. Осталось только двигатель доделать. О, ничего себе, Лен, смотри. Додатки. Зубочистка в подарок.
Да, ладно, сейчас почитаем чек, посмотрим, что тут, и возможно она полетит как ракета. Бля, тишина пришел. Коля, тишина пришел. Будем смотреть, что здесь. Что здесь, а что не здесь. О, так можно поставить, да? Слушай, вот так вот на BMW надо и ездить, сразу с лаунчем, да? Типа офигенный дизайн такой, бац. Не, а что такое, раз, что-то сразу, опа, BMW, хорошо, что тут у нас, давайте почитаем, а ну. А то все ездят с чеком BMW-исты и не знают, что там вообще, а тут сразу будут знать. Там всего одна ошибка из 20. Тотальная, да? И написано, продайте этот автомобиль. Тут есть какой-то квадратик, вот видишь, он меня смущает. Это крышка мотора. Да, там железная крышка мотора. Drivetrain malfunction. Как самый BMW-ист, Мне кажется, это вот это. хочу вам сказать, надо просто удалить ошибки и все, там вот Сейчас все мы проблемы решаются. все удалим. Я думаю, те, кто не захотят забываться, они не забудутся. Ну давай. Ё-моё, как же долго. Как там говорится? Прошел 1 час. 1 hour later. О! After this procedure, finish the maybe still warning light. Может остаться чек, если не выключить, включить ее. Смотри, что-то потерлось. Все вытерлось вообще. А вот это самое главное, о чем я говорил, вот он и остался. 22011. Мотор завелся. Ой, Завелся двигатель внутреннего сгорания. Что бы это значило? как-то он так завелся, интересно. Сразу был приятнее, да? В общем, будем искать проблемы. А что, мы едем, не едем? Сейчас я пристегнусь. Так, у нас чек не горит. Сейчас посмотрим, поменялось что-то или нет. Слушай, я впишусь сюда. Прикинь, я вписываюсь. Она в такой маленький радиус вписывается. Вписка, короче, машины. Не, ничего не поменял. Слушай, ну вот чек не горит. Сейчас обучим. Надо развернуться. Может, мотор еще не прогрелся, рейди не горит из-за этого. Нужно быстро. Не, ну если бы я разогнался лучше, то вписался. 1 раз можно. Видишь, пока не нажмешь всю эту хрень, даже камеры заднего вида не включаются. Слушай, ну так тоже хорошо, не спеша себе едешь экономненько. Окна открыл вообще, кайфуешь. BMW. О, куда едешь? Ребята, до Майами довезете? Конечно, садись. Но у нас дорого, это BMW. 100%. Зато красиво. Зато можно ехать просто пить сколько хочешь. Остановка будет каждые 90 миль. Ага, понятно. Я думаю, что вы устаете заправляться. Это сколько? Раз 15-12 точно. В общем, такая ошибочка мешает этой машине нормально ехать. Так что мы сейчас с ней будем разбираться. И как это все решим, я подсниму что-нибудь. Вот она че, Серега? Ага. Ты мало баба хлопота купила. Не, классная штука, конечно. О. А выглядит красиво на фотографиях такой. Не, прикольно. Цвет непонятный. Я была с другой стороны фотография. Чего? Наоборот, правильно. Пацаны развлекаются. Развлекаются, а что делать? Мы же взрослые дети, правильно? У нас игрушки просто вот такие. Вот такие игрушки есть. Предлагаю вот этот вот экзост поставить на вот тот мотоцикл. Чтоб тише работал, да? Это можно отдавать. Поменяли коробку, все сделали. Да, все четко. Витя, смотри, увидишь все. Все увидишь на ютубе, да? Стой, подожди. Ты покажи, коробка не едет. Почему-то не едет, странно, Саш, почему? вперед чуть-чуть. Все. Все, теперь можно ехать. Ну, Витя, да? Ну, как говорится. Многое лето, многое лето, многое лето. Так и живем. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Так, Артем что-то сделал с машиной, но пока не признается, что. Едем на тест-драйв. Конечно. Да, не начинаем. Полдаешь. О! Тихо-тихо, у меня аж с кармана телефон повыпадал. Все, полетело как ракета, как я и фантазировал. Даже немного страшно. В общем, ракета готова к помывке и, в принципе, поедет, наверное, к маме. А может и не к маме, если 15 рублей выложит.
Если кто-то предложит 15, то звоните. Починено.